Всем привет! Это вторая часть, и мы с вами продолжаем вязать наш плед. В первой части мы с вами связали мотивы крючком, а в этой части я научу вас соединять мотивы между собой и делать ажурную кайму у нашего пледа. Для начала нам нужно связать необходимое количество мотивов и расположить их в нужном порядке. Соединять я буду таким же крючком, как и вязала, и белыми нитками. Впрочем, крючок можно взять немного побольше. Делаем первую рабочую петлю, а теперь берем два мотива с краю. Вот как прямо они у нас располагаются, складываем их пополам, поглядите, выравниваем края, выравниваем петли и начинаем вязать с первых петель. Заводим крючок в первые петли каждого мотива, в первый и во второй мотив. Далее протягиваем нашу рабочую петлю и делаем одну воздушную петлю. Далее заводим крючок во вторую петлю у первого и второго мотива, посмотрите, и провязываем столбик без накида. Снова в третью петлю заводим крючок у первого и второго мотива, провязываем столбик без накида. Во всех наших мотивах равное количество петель, поэтому мы вяжем в каждую петлю, заводим в крючок в каждую петлю и провязываем столбик без накида. Таким образом мы соединяем два мотива между собой. Заводим крючок в каждую петлю и провязываем столбик без накида. Поглядите. Вот. Вот что у нас с вами должно получиться. Следите, чтобы шов у нас не был стянут и наоборот сильно растянут. Шов должен быть прямой, ровный, а мотивы должны сохранять свою форму. Сейчас нам нужно довязать до конца и соединить наши два мотива между собой. Поглядите. Просто в каждую петлю заводим крючок и провязываем столбик без накида. Соединяем два мотива между собой. Итак, готово. Два мотива соединены достаточно аккуратно. Теперь сразу приступаем к следующим мотивам. Также складываем их между собой, поглядите, и просто продолжаем вязать. Снова заводим крючок в первые петли у двух новых мотивов. Посмотрите, сюда и сюда. И просто продолжаем вязать столбики без накида. Мы не делаем обрыв нити, а сразу соединяем следующие два мотива. Соединяем также столбиками без накида два следующих мотива. Так. И еще обязательно перед тем, как мы начинаем соединять мотивы, выровняйте края и следите, чтобы петли первого мотива совпадали с петлями второго мотива. Тогда обвязывать будет легче и результат у нас будет красивый. И как я уже сказала, крючок можно взять чуть больше для обвязывания наших мотивов. Итак, я почти соединила два следующих мотива между собой. Давайте довяжем до конца и поглядим, что же у нас получается. Поглядите, вот так аккуратно можно соединять мотивы между собой. И белый цвет пряжи также является декоративным. Он украшает и освежает наш плед. Далее мы будем соединять следующие два мотива и вот так прямо вести, пока мы не соединим все мотивы между собой в длину. Снова складываем мотивы изнаночными сторонами и с первой петли начинаем их соединять с лицевой стороны. Снова ничего нового, прям подряд, не обрывая нить,
мы соединяем. В длину у меня 7 мотивов, поэтому вот надо нам соединить 7 раз по 2 мотива между собой. Давайте довяжем самостоятельно еще одну пару наших мотивов, и вот что должно у нас получиться. Поглядите, вот такой ровный шов должен получиться. Теперь наша задача соединить в длину все мотивы. У меня, как я уже сказала, их 7. Посмотрите, что получается. Все 7 мотивов между собой я соединила. Теперь нам нужно соединить следующий ряд, а именно мы берем мотивы и точно так же их присоединяем к тем мотивам, которые мы только что присоединили. Соединяем также по 2 мотива, и у нас получится еще один ряд из столбиков без накида. Далее выкладываем следующий ряд, и снова также по 2 мотива мы будем соединять. Прям берем первые мотивы, вот они, и начинаем точно так же обвязывать столбиками без накида, как мы делали с вами до этого. И вот что у нас с вами должно получиться, когда мы соединим между собой все ряды. Вот так. Один ряд я вертикально еще не соединила, а все ряды оставшиеся уже соединила и вертикально. Как соединять их, я вам сейчас покажу. А вот так у нас должно в итоге получиться. Итак, начинаем соединять наши мотивы вертикально. Посмотрите, как они у нас сейчас соединены, только горизонтально. Буду обвязывать также белыми нитками, но возьму крючок чуть больше, потому что если мы будем вертикально соединять тем же крючком, то шов может получиться немного стянутым. Вот на это тоже надо обратить внимание. Попробуйте связать сначала тем же самым крючком, если он вам подойдет, то можете оставить. Я поменяла крючок, мне так стало намного удобнее. Также прикладываем мотивы, соединяем их края. А теперь обратите внимание, по бокам у наших мотивов есть вот такие вот шишечки. Это воздушные петли подъема, которые мы вязали в начале ряда. У одного мотива они есть и у второго. Вот мы можем приложить оба мотива шишечками, посмотрите. И тогда мы уверены, что ряды в наших мотивах не сдвинутся, и мы соединим мотивы правильно. Вязали мы мотивы столбиками без накида, как вы помните. Теперь в каждый ряд из столбиков без накида мы вяжем по одному столбику без накида. Как это делать, я сейчас покажу. Заводим крючок в крайние петли у наших мотивов и продеваем первую рабочую петлю. Одна воздушная петля подъема. Все. Теперь будем заводить крючок в крайние петли, вот они боковые, и провязывать столбики без накида. Обратите внимание, чтобы на крючке было по одной нити каждого цвета, когда мы заводим крючок сбоку. Вот, не вот так по 2 нити, если мы заводим за боковые петли, а мы должны продевать боковые петли, чтобы на крючке было по одной нити. Поглядите, вот мы заводим крючок, здесь одна нить, здесь одна нить, и провязываем столбик без накида. Снова заводим крючок в следующий ряд, захватываем по одной нити и провязываем столбик без накида. Между шишечками, которые у нас располагаются сбоку, должно быть по 2 столбика без накида. Вот это запомните, и при обвязывании очень удобно соблюдать данное правило. Просто между шишечками всегда должно быть по 2 столбика без накида. Ну а дальше нет ничего сложного. Просто соединяем мотивы между собой. Поглядите. Заводим крючок, как я уже сказала, продеваем боковые стеночки и провязываем столбик без накида. Заводим крючок в изнаночный ряд. Вот он. Провязываем столбики без накида. Вот.
Снова заводим в боковые стеночки, провязываем столбик без накида. После шишечки сразу у нас идет изнаночный ряд, провязываем столбики, столбик без накида. Поглядите, что у нас получается. Очень важно, чтобы ряд был ровный, не забывайте про это. Сейчас наша задача соединить все мотивы между собой. Вот посмотрите, два мотива между собой соединены. Шов ровный, мотивы не стянутые, все как положено. Все, тут у нас готово. Мы можем приступить к соединению следующих двух мотивов. Но обратите внимание, у нас тут идет шов, вот он. И под этим швом я предлагаю провязать еще один столбик без накида. А уже далее приступаем к первому ряду у мотивов. Также выравниваем мотивы, сверяем наши шишечки, чтобы они находились рядом. И все, начинаем с первого ряда обвязывать, соединять наши мотивы. Как я уже сказала, что между шишечками у нас должно получиться 2 столбика без накида. Так, заводим крючок в боковые петли и соединяем. Вяжем здесь то же самое, как мы соединяли до этого. Заводим крючок в боковые петли и соединяем. Вот что сейчас у нас получается, поглядите. Можно вот так выровнять наш ряд из столбиков без накида, если он у вас будет заваливаться на одну из сторон. Просто его надо будет поправить. Ну а теперь довязываем в длину все наши мотивы до конца. И соединяем так все мотивы между собой, все ряды, как я сделала до этого. Итак, у меня все готово, все мотивы соединены между собой. Сейчас мы можем приступить к обвязыванию нашего пледа. Наша заключительная работа – это обвязывание пледа. Обвязывать плед мы будем от угла и по всему периметру пледа. Итак, берем белые ниточки, делаем первую рабочую петлю, берем крючок тот же самый, который мы с вами вязали наши мотивы. Первая рабочая петля готова. Заводим крючок в первую петлю. Так, одна воздушная петля подъема, и начиная с первой петли вяжем по одному столбику без накида в каждую петлю. Первый ряд просто у нас будет состоять из столбиков без накида. Нам нужно будет обвязать весь наш плед столбиками без накида. В каждую петлю мы вяжем по одному столбику без накида. И обвязываем так весь плед наш. В том месте, где у нас шов, мы также вяжем, прям вот в этот шов, вяжем один столбик без накида. А далее мы продолжаем вязать по одному столбику без накида в каждую петлю. Вот что у нас получается. Довяжите ряд до конца. Посмотрите, ряд у нас почти довязан до следующего уголка. Довязываем ряд до следующего уголка, и в крайнюю петлю мы должны связать 3 столбика без накида. Один столбик мы связали, второй, третий, 3 столбика без накида. Таким образом у нас наш ряд будет закругляться, и мы можем приступить к обвязыванию боковой стороны пледа. Поглядите, видите, ряд у нас закруглился. Начинаем обвязывать боковую сторону пледа, а обвязываем мы его точно так же, как мы делали шов. А именно, в каждый ряд мы вяжем по одному столбику без накида. Между шишечками у нас 2 столбика без накида получается. Так, начинаем вязать. Также в каждую петлю мы заводим крючок в каждый ряд и провязываем по одному столбику без накида.
Следите, чтобы, когда мы заводим крючок за боковую стенку, мы захватывали всего одну нить. И обвязываем так столбиками без накида край нашего пледа. Все, плед обвязан первым рядом. Теперь нам нужно довязать в уголке 3 столбика без накида. Первый столбик мы уже связали, значит, осталось всего 2 столбика. 1, далее второй столбик без накида и соединяем с первым столбиком, заводим крючок в первый столбик, соединяем полустолбиком или соединительной петлей. Все, первый ряд у нас готов, мы начинаем вязать второй ряд, а именно делаем накид, отсчитываем 1, 2, 3 и в третью петлю вяжем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиков с накидом. Один веер у нас готов. Теперь нужно его соединить. 1, 2, 3. Находим третью петлю, делаем столбик без накида. Вот что должно получиться. Теперь только нам нужно продолжать так вязать. Накид на крючке. 1, 2, 3. Находим третью петлю, в нее вяжем снова 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. 5 столбиков с накидом. Теперь отсчитываем третью петлю, 1, 2, 3 и вяжем столбик без накида. 2 веера у нас готово. Нам теперь нужно обвязать так весь плед вот таким узором. Далее просто продолжаем. Накид, отсчитываем 1, 2, 3, третью петлю и вяжем в ней 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиков с одним накидом. Снова отсчитываем третью петлю. 1, 2, 3. Соединяем столбиком без накида. Накид 1, 2, 3. 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиков с одним накидом. А далее соединяем столбиком без накида с третьей петлей. 1, 2, 3. Соединяем. Ну и вот поглядите, что у нас получается. Сейчас наша задача обвязать верхний край нашего пледа до уголка. Как вязать в уголке, я сейчас покажу. Вот, посмотрите, довязала я до уголка. Сейчас наша задача правильно прийти к уголку, чтобы здесь у нас прям в уголке был веер, не с краю где-то, а именно в уголке. Поэтому иногда приходится немножко подгонять. Например, мы отложим не 3 петли, а 2 петли. Или, например, начнем раньше вязать предыдущий веер. Вот сейчас я заканчиваю веер вязать с краю. Как я уже сказала, самое главное прийти правильно к нашему уголку. Часто приходится подгонять. Все, 5 столбиков с накидом и соединяем. Если я сделаю с третьей петли, то соединю прям в уголке. Поглядите. Прям в уголке. И тогда веер у нас в уголке не будет. А я соединю сейчас не с третьей петлей, а со второй. 1, 2. А теперь начинаем вязать в уголке столбики с накидом. Только учтите, что в уголке мы вяжем не 5 столбиков с накидом, а 6 или 7. Лучше 7 столбиков с накидом. Для чего мы это делаем? А для того, чтобы наш вот этот веер закруглял наш
ряд, и мы могли перейти на другую сторону у пледа. Соединяем также столбиком без накида со следующей петлей. Мы начинали со следующей петли вязать веер и соединили также со следующей петли. Вот, видите? Ну а далее вяжем все то же самое, как мы вязали до этого. Будем отсчитывать третью петлю, в которой вязать будем с вами веер. Как я уже сказала, отсчитываем 1, 2, 3, третью петлю и вяжем в ней 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиков с одним накидом, который мы соединяем с третьей петли. 1, 2, 3. Вот, с третьей петли соединили столбиком без накида. Вот такой уголок у нас должен с вами получиться. Ну а далее все просто. Мы делаем обвязку нашего пледа до конца. Как вязать в уголке, я вам только что показала. Давайте довяжем самостоятельно. Посмотрите, что у нас с вами должно получиться. Вот такой плед с такой красивой каймой. Спасибо, что вяжете вместе со мной. Не забывайте вступать в группы ВКонтакте и Одноклассники. Ссылки на группы, как всегда, в описании к видео. А также подписывайтесь на канал в YouTube. Увидимся с вами в новом видео. Пока-пока!